Где справедливость? Сейчас, до 15 числа, я должен освободить квартиру. С 4 детьми, куда мне идти? Покажите, где хорошо живут, я туда уеду. Я за границу не могу уехать, потому что я в кредитах. Я ради него пришел сюда. Ради него я пришел сюда, чтобы завтра он был как человек. Жил как человек. Как мы знаем, 19 марта 2019 года бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправился не в гроб и не на скамью подсудимых, а в отставку, причем по собственному желанию. Ну, вы знаете, как это иногда происходит. Я ухожу в отставку. Человек, почти 30 лет занимавший пост главы государства, установивший слабо прикрытую периферийную олигархическую диктатуру, распродавший страну иностранному капиталу, сопричастный к подавлению рабочего движения и расстрелу рабочих в Жанаозене, в 2011-м ушел на почетный отдых. Точнее сказать, не совсем ушел. По конституционному закону о президенте, бывший президент является пожизненным членом Конституционного Совета Республики, он вправе присутствовать на совместных заседаниях палат парламента республики, торжественных заседаниях и иных мероприятиях, проводимых государством. Экс-президент республики, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на честь и достоинство экс-президента республики преследуется по закону. Плюс Назарбаев остается лидером крупнейшей партии Казахстана Нур-Отан, казахского аналога «Единой России». Но и это еще не все. В 2000 году специально для Назарбаева был издан особый закон о первом президенте. В нем Нурсултан Абишевич скромненько нарекается елбасы, то есть лидером нации. У него есть право законодательной инициативы, свой фонд, канцелярия, охрана и куча других ништячков. Царь во дворца, царь во дворца. Короче говоря, это замечательный пример того, как можно уйти, по факту далеко не уходя. Но давайте здесь сделаем небольшую паузу, ибо некоторые зрители сейчас могут сказать: опять Вестник Бури про свой Казахстан затирает. Ну что, уже России мало, что ли? Повторяю то, что уже говорил в ролике про Жанаозен. Казахстан — это вторая по территории страна на постсоветском пространстве, и она совсем рядом. Это страна, где так же, как и в России, сформировалась сырьевая экономика и авторитарная олигархическая власть. Процессы, идущие в Казахстане, не могут не сказываться на России. И кто знает, может быть, Казахстан сегодня — это Россия завтра. Поэтому для нас важно, каким будет Казахстан после Назарбаева, что будет с местным обществом и рабочим движением. Об этом сегодня мы и поговорим. Поехали! Перед тем, как говорить о выборах президента Казахстана, последовавших за ними протестах и грядущих перспективах, стоит ответить на один вопрос. А что же, собственно, Назарбаев-то ушел? И спустя несколько месяцев ответ на этот вопрос мне кажется очевидным. Ну, подустал дедушка, ну, решил в благополучных условиях устроить транзит власти. Все равно он уже выстроил хоть и бесчеловечную, но вполне прочную и работающую систему. То есть никаких поворотов в политике, смен курса и тому подобного отставка Назарбаева не принесла и не принесет. 9 июня 2019 года прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал ставленник Назарбаева из партии Нур-Отан Касым-Жомарт Токаев, который до этого занимал посты министра иностранных дел, главы правительства, заместителя генсека ООН и главы Сената Республики Казахстан. Благо, в лучших демократических традициях хоть сколько-нибудь внятного оппонента у Токаева не было. Мы вот часто критикуем КПРФ, но Коммунистическая народная партия Казахстана представляет собой еще большее днище, поэтому неудивительно, что ее выдвиженец Жамбыл Ахметбеков набрал менее 2% голосов.
Зато неплохой результат показал писатель Амиржан Касанов, набравший 16% и выдвигавшийся от националистов. Он, кстати, состоит в гнилой и бутафорской социал-демократической партии, которая отказалась от участия в выборах. Но выдвинуться от националистов оказалось вполне ок, что лишний раз красочно характеризует казахских социал-демократов. Вообще, надо сказать, что национализм и антикоммунизм в Казахстане процветают. И здесь вам запросто могут поведать офигительные истории о том, как проклятые коммуняки истязали казахский народ, морили его голодом. Правда, почему-то молчат про то, что коммунисты придумали местную письменность, давали образование, развивали культуру, строили предприятия. Нелюди, короче. Но вернемся к выборам. Их бессмысленность и фальсификации на них закономерно спровоцировали волну протестов. Уже в первые дни было задержано более 4000 человек, в том числе и журналисты. Правда, должностные лица очень забавно комментировали данную ситуацию. А задержание журналистов там в Алматы или где-либо, лично я не знаю. Если такие факты действительно подтвердятся, они будут немедленно освобождены. Митинги были масштабными, задержания тоже отличались массовостью и жестокостью, но до расстрелов в этот раз не дошло, как это было в 2011. И тут перед нами встает вопрос: ну окей, а дальше-то что? Что касается политики Назарбаева, то вне всяких сомнений она будет продолжена. Все так же Казахстан будет сохранять фиктивную демократию, олигархи все так же будут распродавать полезные ископаемые за границей и набивать свои карманы, а работники будут балансировать на грани нищеты и задыхаться в кредитах. А попытки выстроить и развивать серьезное рабочее движение власти будут пытаться подавить. Все это будет приправлено рассказами про национальных лидеров, националистическими мифами и антисоветчиной. Но самое важное, есть мнение, и мне оно кажется достаточно обоснованным, что Токаев на месте президента Казахстана — это всего лишь транзитная фигура типа нашего российского Медведева. Ведь на самом деле у хана Назарбаева есть старшая дочурка. Дарига Нурсултановна Назарбаева, дочь экс-президента и мать крупного бизнесмена Нурали Алиева, уже сейчас продвинулась на пост главы Сената. Бабенка, надо сказать, не промах. Ее общее состояние оценивалось еще в 2015 году в 595 миллионов долларов. Она контролирует целый медиахолдинг, что, известное дело, помогает в политике. Плюс в ее держании находятся нефтяные, сахарные и прочие компании. Все это, конечно же, добыто исключительно гениальными способностями Дариги Нурсултановны. И, в принципе, дочурка Назарбаева имеет все шансы стать в обозримом будущем президентом, ну или там президент-шей Республики Казахстан. Будет, кстати, очень по-просвещенному, очень так по-европейски. Но вот жизнь обычных работников от этого лучше не станет. Трагедия нынешнего положения народа Казахстана, как, впрочем, и народа России, в том, что нет массового левого политического движения, которое было бы альтернативой как Назарбаеву и его клонам, так и опальным олигархам типа Аблязова. И пока такого движения или такой партии не появится, трудовой народ так и будет стоять между двух альтернатив, из которых обе хуже. Так же, как и нас в России ставят между Путиным и Навальным. Ну вот теперь вам придется выбирать между гигантской клизмой и сэндвичем с дерьмом. Ваши голоса будут подсчитаны ко вторнику. Так что да, клан Назарбаева будет продолжать свое царствие. И вполне возможно, что его политика приведет к дальнейшему ухудшению и даже обрушению экономики. Тенге уже проседает, и вариант дефолта не кажется чем-то нереальным. И в этих условиях мне хотелось бы пожелать народу Казахстана не идти на поводу у опальных олигархов, не слушать националистическую чушь и байки про кровавых совков, а создавать свое нормальное левое движение. Кстати, да, на фоне обостряющегося кризиса в Казахстане международно известные местные рэперки и комики почему-то молчат. Товарищ Скриптонит, вы там где? Я на самом дне притона. Я в хламину. Ну, тогда понятно.
Ну, стало быть, как-нибудь без скриптонита выкручиваться будем. Для России здесь может быть очень большой урок. Практика показывает, что Путин гипотетически может запросто уйти. Ну, Назарбаев же ушел. Но сама по себе отставка ненавистного многим из нас Путина ничего не даст. На смену ему придет точно такой же Путин, неважно какого пола, возраста или сексуальной ориентации. Вопрос не в банальной смене лиц, а в смене системы. Причем не только политической, но и социально-экономической. Что ж, с вами был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии. И спасибо тем, кто после предыдущего видео о Казахстане слал письма солидарности в защиту местных профсоюзных лидеров. О новых актах насилия в отношении них больше ничего не известно. Да пребудет с вами сила солидарности. Пока. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.